Ребята, всем привет! Давно вас не видела. Вы, конечно же, маги Ютуба этого не заметили, но я не снимала ролики целый месяц. Сегодня мы с вами разберем очень важную и известную, но очень старую песню «3 сентября». Правда, 3 сентября уже прошло, но что поделать, такой я блогер. Но перед тем, как мы начнем, я занимаюсь расхламлением дома и продаю книгу. Это моя книга Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» на английском, вот здесь. И она мне не нужна, она на русском языке, это перевод на русский язык. Если кто-то заинтересован и хочет купить, напишите мне в Телеграм. Ну что, теперь погнали к самой песне. Есть предыстория перед тем, как мы начнем разбирать сам текст. И песня 3 сентября была написана Игорем Крутым. На самом деле это человек, который написал очень много известных песен. Игорь Крутой, такой крутой, классная фамилия. И сама песня вышла в 93-м году, еще до моего рождения. И она была достаточно популярной, но ну просто ничего больше, как бы просто популярная песня. Сейчас с появлением интернета эта песня стала очень мемной. Каждый год 3 сентября начинаются вот эти все мемы, всякие рилсы, господи. И, честно говоря, до записи этого видео я сама полностью песню никогда не слушала. Вот, но как бы о ней знаю, и каждый год вижу эти мемы. Поэтому теперь вы тоже будете в курсе, с чего вообще все пошло. И почему же песня стала такой популярной сейчас? Да, дело в том, что просто дата простая, и сама песня такая серьезная и драматичная про любовь. Поэтому люди решили, видимо, добавить немного веселья. И еще интересный и забавный факт. Есть улицы, названные 3 сентября в честь этой песни во многих городах России. И более того, кажется, в Бузулуке, не помню, вот здесь правильный ответ, есть аллея, которая названа Костры Рябин. И что более интересно, так как песня вышла в 93-м и была популярна в 90-х, то современное поколение, такое как я, о ней не знает. Но в 2022 году вышла коллаборация песни с Егором Кридом. Это рэп, кажется, он рэп пишет. Короче, он известный. Вот, и клип, кстати, очень клевый. Я вот здесь какие-нибудь отрезочки сейчас вставлю. Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой. Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Надеюсь, меня не забанят. И давайте теперь уже наконец-то разберем текст и послушаем отрывки песни. Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Чем отличается то от так? То употребляется с какими-то вещами и ситуациями для существительных. Так отвечает на вопрос «как» и употребляется с наречиями. Сама фраза обозначает то, что все происходит таким способом, как не хотелось бы, чтобы происходило. Покажу на примере, чтобы было понятнее. Оль, ты вообще нормальная?
Ты зачем сахар вилкой накладываешь? Так никто не делает. Тебе ложка нужна. Это не то, что тебе нужно. Вилка — это не то, что тебе нужно. Тебе ложка нужна. Типа, смотри. Смотри просто, как сейчас все супер будет. Берешь ложку и накладываешь сахар. Смотри. А вот это не то, что тебе нужно. Какой долбаный лимон, блин, не режется нифига. Ты посмотри, просто посмотри, что ты делаешь. Ты режешь не так. Переверни нож острым концом. И все у тебя отрежется. Конечно, у тебя ничего не режется. Ты ведь не так делаешь. Учись. Ты мой друг, я твой враг. Ты мой друг, я твой враг. Враг — антоним друга, то есть это противоположное. Как же так, все у нас с тобою. Как же так, все у нас с тобою? Здесь, смотрите, правильно будет тобой, но здесь с тобою, для того, чтобы песня звучала более красиво. Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы. Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы. Мы клялись — это swear на английском. Это вот то, что делает мужчина, женщина в церкви перед Богом. Я клянусь, что буду тебе верной женой, а я клянусь, что я буду тебе верным мужем. Вот это клясться, существительная клятва. Пролетел желтый лист по бульварам Москвы. Так, мы клялись, но, увы. Пролетел желтый лист по бульварам Москвы. Что такое бульвар? Это улица, но более широкая и более зеленая. Вот тут картинки. 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин. 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин. Вот она, эта фраза. День, когда горят костры рябин. 3 сентября, день прощания. Здесь, смотрите, идет не просто 3 сентября, 3, это порядковое числительное. Говорит ли это вам что-то? Короче, как в английском first, second, как в испанском primero, segundo, а вот это то же самое, только в русском. Дальше, день, когда горят костры рябин. И в контексте этой песни это метафора сравнения ярких красных ягод рябины с огнем. Рябина — это такое растение, и когда наступает осень, то оно выглядит просто великолепно. Скучаю. Как костры горят, обещания, день, когда я совсем один. Как костры горят обещания в день, когда я совсем один. Горят обещания, значит, обещания не выполняются. Это тоже такой литературный красивый стиль. И теперь известный припев. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось?
На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Вот это вот но почему указывает на то, что автор песни сам не понимает, почему так произошло, то есть у него нет никаких идей тоже. Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Интересно, получается, у них были какие-то отношения, серьезные отношения со всякими обещаниями, с целями всякими. И вот 2 сентября все было хорошо, и 3 случилась какая-то драма. Итак, следующий куплет. Журавли, белый клин, твоя дочь и мой сын. Журавлей, белый клин, твоя дочь и мой сын. Журавли это такие птицы, и клин это то вот, ну вот такой угол, как бы которым эти птицы вот так вот летят. Вот тут картинка. И журавли вообще в русской литературе, в творчестве разных людей ассоциируются больше с какой-то тоской, какой-то грустью, печалью и переменами в том числе. А сам клин, точнее белый клин здесь, говорит о том, что как это холод, какая-то пустота тоже, но при этом чистота и невинность. Дальше твоя дочь и мой сын. Здесь все понятно. У него есть сын, у нее есть дочь. Говорят, что это подчеркивает разделенность и разрозненность в жизни героев тоже. Но я не знаю точно. Где мы были? Ну да, дальше мы в любовь, как в игру, на холодном ветру, поиграли с тобой, но прошел сам собой. И 3 сентября, день прощания, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Дальше все повторяется, поэтому мы все разобрали. Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой. Ну что, я надеюсь, было интересно, хоть и 3 сентября уже прошло, но теперь вы в курсе, в следующем году будет снова 3 сентября, и нас снова ждут какие-то мемы. Причем, блин, они же такие изобретательные. Я видела мем про ковид, что-то, ну прям вообще много. Дайте знать в комментарии, какие песни вы слушаете на русском языке. Возможно, что-то еще разберу. И увидимся в следующем видео. Всем пока!